Люди не понимают, они хотят, чтобы все шло своим маленьким, удобным для них путем. Человечество еще очень мелкое, очень мелкое, очень мелкое. А вы думаете, оно когда-нибудь крупным будет? Оно все мельчает, потому что все на мелкие тропизмы разбивается, вы заметили? В искусстве так называемом, смотрите, в живопись. Вообще все разбили, раскололи, и вот все, что там уже ничего нет. И человечество мельчает в соответствии, так сказать, с временем. Если ты не туда идешь, то в противоположном направлении ты только мельчать способен. Она мельчает. Всякие лидеры государственные, пигмеи какие-то, да, вот харизматические лидеры исчезли. Вот последний, наверное, был Фидель Кастро. Мощная харизма. Я его биографию читал, 2 варианта биографии. Сильный человек был, вызывающий уважение. Мельчает все. И большинству людей, которые удосужились, как им кажется, начать, в частности, сознательную духовную работу, стараются так устроить повседневную свою жизнь, как им удобно. То есть сохранить ее на эгоистический лад, жизнь свою повседневную, чтобы все в ней, за малым исключением, оставалось по-прежнему. Да? Однако при этом они претендуют на духовную значимость, потому что они молятся, читают духовную литературу, там медитируют. А так все оставляют по-прежнему. То есть эгоистическая жизнь, эгоистическое сознание, оно никуда не девается. Никуда не девается. Так что практическая реализация пути сознательной духовной эволюции, проходящей в гуще социума, она предполагает, помимо всего прочего, существенные изменения повседневного поведения. Не прятаться где-то в уютном домашнем мирке, а действительно открыто, так сказать, взаимодействовать с социумом и с миром, для того, чтобы выработать проще, и легче и основательнее абсолютную ровность эмоциональную. Будете прятаться от социума в своем маленьком мирке, вот так и останетесь, захереете в духовном плане. Толку от этого, что вы будете делать, никакого не будет. Ровность нужна, то есть нужно закаляться во взаимодействии социальном. До времени это просто необходимо. Если сочтет нужным Господь вас, когда все будет сделано как надо, Он вас уберет оттуда. Но только когда сочтет нужным, если вы абсолютно искренни в своем выборе. А человечество в целом, в своем духовном статусе всегда остается очень-очень мелким, ибо состоявшийся духовный продукт на землю больше не возвращается. Одни нерадивые ученики на земле и пребывают. И с каждым новым поколением сознание тех, кто демонизируется, все более мельчает и демонизируется, а тех, кто идет к свету, выполнив свою миссию, просто уходят с материального плана. Вот и все. Ведь вера людей, предрассудок, это не вера, предрассудок. Сейчас становится все больше и больше людей, которые думают, что имеют веру. Но их просьбы, обращенные ко мне, просто нелепы. Мне приносили ребенка, рожденного с кривой рукой. И они думали, что если я наложу свою руку на руку этого ребенка, то она выправится. Предрассудки такого рода – это совершенно глупо, это не сила. Им нужно маленькое чудо на их человеческом уровне. Ну так вот, действительно, наивные люди подменяют истинную веру верой во всевозможные религиозные чудеса, в частности, в чудеса исцеления от недугов. Вот если от недуга исцелить, то я поверю в вашу, так сказать, силу, духовную силу. Более толковые люди, есть более толковые, они подменяют верой в действенность каких-то средневековых магических ритуалов, церковных обрядов, это тоже входит в их веру. Не надо такого чуда, чтобы там исцелил сразу, но вот обряды есть, ритуалы, они тоже чудодейственны в целом, так они считают. А наиболее продвинутые сегодня, вот послушайте, они верят в то, что сегодня надо верить в Бога.
Но настало время, когда в него надо верить. Вот это их вера. Видите, это продвинутые, не мелкие. Вот. То есть выворачивают веру наизнанку. И лишь совсем немногие верят, действительно, как говорил Паисий, любочестно и искренне, не требуя от Господа никаких поблажек, никаких чудес. Только полное доверие и сдача. Вот что, так сказать, ставится на первый план в той самой вере, которая действительно искренне и любочестна. Без каких-либо вот, кривотолков и желания получить выгоду какую-то. Бывают моменты, те, что Шлеу Рабинда назвал часом Бога. Моменты, когда возможно настоящее чудо. Если упускается такой момент, то мир идет со своей черепашьей скоростью. Но надо сказать, что в жизни нашего Отечества, в жизни России как раз настал такой момент, когда действительно промедление смерти подобно. У нас все это момент духовной истины. Либо мы делаем то, что пестовалось в нас там, столетиями, да, Господом, либо мы обратимся в ничто. Нечто среднее у нас быть не может. Да? Либо все прахом падет, либо мы на время хотя бы блеснем духом и победим. Нам среднее невозможно. Вот это страна, в которой или-или. Это час Бога. Но делом начинаем заниматься, я вижу. Значит, что-то серьезное может быть ведь. Ну вот. Только надо трудиться. И вот наша страна, пережившая катастрофический духовный кризис, но обладающая при этом огромным духовным потенциалом, должна, наконец, принести плоды. Должна ведь? Вы так как-то, должна, да. А кто кроме вас-то? Может там это, а может то. Я маленький, я вот такой бедный, несчастный. Мне бы позвоночник подлечить. Тогда все будет в порядке. Знаете, вот не мельчайте. И для того, чтобы действительно нам что-то свершить, действительно в духовном плане грандиозно, есть все возможности. Мы сегодня имеем правильное духовное просвещение, которое построено на подлинной научной основе. Мы имеем путь сознательной духовной эволюции, вариант беспроигрышной практической реализации духовного таланта всеми, кто готов его реализовать, кто его имеет. То есть независимо от пола, возраста, социального статуса, наверное, да. Все, любой человек может это сделать. И если мы сегодня упустим этот момент, то нас ждет неминуемая погибель. Как той самой державы, страны, не знаю, сообщества людей, которые так долго пестовались Господом, так больно Он проводил нас через все катаклизмы с болью, да, со многими, так сказать, казалось бы, потерями, но мы возрождались как бы из ничего. Помните слова Миниха, фельдмаршала, который при Петре I приехал в Россию, прожил долго здесь, был на командных военных должностях, так вот он сказал, вообще удивляюсь, как вот такая страна, как Россия вообще живет. Ибо она живет только потому, что она управляется Господом Богом. Другого варианта, вот, что она живет, я, говорит, не вижу. Только Господь Бог ее и ведет по жизни. Он понаблюдал это, увидел, он 40 с лишним лет жил в России. Посмотрел на всех уровнях власти, что творилось. Разворовывают, все это, кругом перевороты, все ужас какой-то, она жива. Она должна исчезнуть была вообще с лица земли, она есть почему-то. Вот. Сатпрем о современной молодежи. Вся молодежь, те, кому сейчас 16, 17, 20 лет,
которая внешне, кажется, становится совершенно сумасшедшей. Что же на самом деле вся эта молодежь больше не хочет существовать? Да, на самом деле вся эта молодежь больше не хочет существующей машинерии, они больше не хотят ее, поэтому они делают глупости. Вообще-то они уже хотят этой машинерии. Машинерия – это вот все то, что с компьютерами связано. Сильно хотят уже. Если тогда еще был такой легкий протест, он о западной молодежи говорит. Помните, там хиппи появлялись, ну, всевозможные эти прибамбасы вот, молодежные. То сегодня это уже все в порядке. Все, машинерии хотят, жаждут. Компьютерной машинерии. Другое время. То, что сейчас время-то течет очень быстро, очень быстро. То есть квант времени линейного, он сократился, стремительно течет время. Если вот там было 40 лет назад вот так, то сегодня все уже до наоборот. Так что вездесущая компьютерная машинерия и прочие демонические соблазны, присущие современной жизни бесовской, довершают духовное растление молодых людей, демонизируя их сознание, погружая их в виртуальные миры, уводя их от реальной живой жизни. Живой жизни молодежь сейчас не чувствует. Все опосредованно. Мы и так живой жизни не чувствуем через ум и эмоции, а тут еще в компьютер тебя посадили. Знаете, живой жизни никакой. Поняли? Она и так неживая была, когда мы через ум и эмоции ее воспринимали, а через компьютер теперь все. Ее просто нет. Вот какое время мы живем. Но есть та самая молодежь, которая несет в душе то, что, так сказать, заложено, вот ей надо помочь. Вы же тоже молодежь духовная. А? Ну, в духе-то вы же молодежь. Понятно, наверное? Потому что душа всегда молодая, и этой молодежи надо помогать. А то молодежь, вот молодежь. Я сейчас не вижу в молодых людях молодежи. Я вижу уже сформировавшиеся достаточно старые эгоистические сознания. Они уже сформированные, хорошие, жесткие, ну, настоящие. Вот в детях сложно сейчас увидеть детей. Нет, не получается. Но когда ты отождествляешься, отождествляешься вот с сутью вот тех, кто уже, так сказать, вот только вчера был здесь, вот этим самым саркастичным, самым демонизированным стариком, сладострастным, а потом он родится вдруг, вот уже ребенок, он уже тебя будет воспитывать. То есть вот то, что заложено в прошлых воплощениях, идет кристаллизация сознания. Видите? Детьми остаются только дети животных. И сами животные, они всю жизнь дети. Ну, а люди, у них все по-другому. Ну, так и должно быть. Понятно, наверное? Но не бойтесь рожать, рожать надо. А то и рожать перестанете. Нет, кто может еще, я имею в виду. В вашем поле дети обязаны меняться. Если вы на самом деле делаете то, что надо делать. Сатпрям в продолжение этой темы. Ведь всем этим людям никогда не говорили истины. По-моему, вся эта так называемая потерянная молодежь вовсе не является таковой. Им просто не хватает истинного слова. Ну, вот это правильное абсолютное замечание, потому что молодым людям никогда не говорили истины по причине отсутствия интегрального духовного просвещения и понимания всего происходящего в земном человечестве, как вершение Господом свыше духовная эволюция, которую никто отменить не в силах. Понятно? Вот с этого надо начинать правильное духовное просвещение в научном плане, показать все то, что сегодня происходит с земным человечеством на всех его уровнях, вот, на социальных, там, научных, творческих, что все это есть, ну, результат духовного кризиса, в котором сегодня находится земное человечество, как его преодолеть.
Вот это правильное духовное просвещение. Вот оно должно этот пробел устранить. Вот мы пытаемся действительно этим заниматься. И сегодня имеется все необходимое, чтобы восполнить этот зияющий пробел в духовном просвещении нашей молодежи в частности. Мы говорим о нашей молодежи. Чтобы все-таки воспитание проходило в русле правильного понимания духовной или божественной эволюции. Если об этом не говорить, то, увы, смысл человеческого существования, смысл конкретного человека, он становится абсолютно непонятным. А отсюда все проистекают беды. Раз живу, после нас хоть потоп, получаю удовольствие, тем более сейчас спектр получения удовольствия существенно расширен, и больше ничего. Пессимизм – это инструмент дьявола. Это всегда дьявол. Как только ты видишь хотя бы след пессимизма, это дьявол. Это его важнейший инструмент. Так вот, пессимизм и уныние – это инструменты противника Господа. Если человек, ведущий, по его мнению, духовную жизнь, одержим этим болезненными недугами, унынием и пессимизмом, то он ведет бесовскую духовную жизнь. Никто, кроме него самого, не сможет ему помочь. Никто из этого пессимизма ему вытянуть не может. Ибо пессимизм есть верный признак нерадения человека Господу, его неискренности в исполнении главного долга перед ним. Я встречал таких людей, пессимистов, которые с тобой соглашаются, ты им говоришь, они это, в общем-то... Но у них есть одно огромное «но», которое они могут выдать, могут и не выдать. У них пессимизм, это их огромное «но». Они так покивают, ну, ты видишь, ну мертвый ты. Ну, не скажешь ему, что он мертвый. Он вроде шевелится, ходит в театр, но мертвый. На кладбище ходит еще. Ну, по каким-то дням присутственным. Вот его статус духовный. И надо сказать, что пессимистами-то, как правило, рождаются, ими не становятся. То есть это кармический подарок из прошлых воплощений. Рождаются. И обнаружив в себе подобие пессимизма, или это зло, пессимизм, не отчаивайтесь и начните все сызнова. И последовательно развенчивайте в себе все проявления пессимизма. Если сумеете это сделать, победите. То, что невозможно человеку, то с Божьей помощью возможно. Ясно? Так что не отчаивайтесь. Есть, рождаются пессимистом. Вот он с рождения пессимист. Можно преодолеть. Не скоро, ибо пессимизм, он выдавливается из нашего темного, непросвещенного сознания буквально по каплям. По каплям. Но выдавливается. Надо это видеть. Надо обличать в себе это. Сумеете обличить, значит, все нормально. Значит, это покаяние. То есть видите, что это у вас есть. Так что болезнь уходит не сразу. Ложь стала острой и ужасной. Ложь должна уйти. Так что она цепляется. Со вчерашнего дня она сделалась настолько ужасной, что стало невозможным доверять кому бы то ни было, говорит мать о своем окружении. Любое соприкосновение с окружающим миром, любое соприкосновение с людьми, казалось бы, даже самыми близкими вам по духу близкими, не по крови, да, это практически всегда встреча с ложью и лицемерием, которая появляется в поведении, в словах или в умолчании. Ложь по умолчанию бывает, ложь в словах и ложь в поведении. Практически всегда это встречается.
Она абсолютно права. Мир погряз во лжи, погряз настолько, что ложь стала привычной и незаметной. Словом, ложь сделалась нормой нормальной обыденной жизни. Все врут, удивительно врут, легко, просто. И вроде бы все понимают, но верят в эту ложь почему-то. А потому задача каждого искреннего искателя истины, то есть человек, ставшего на путь сознательной духовной эволюции, беспощадно развенчивать себе все проявления лжи и лицемерия. Когда вы подыгрываете, когда вы играете, просто развенчивать. То есть это, знаете, лицедейство актерское, все это надо убирать. Это не значит, что вы должны матку правду прямо в глаза говорить. Не врите просто. Когда нужно что-то сказать, вы скажете. Ясно? Там, где надо промолчать, душа скажет, здесь надо промолчать. Но не врите, не подыгрывайте, не мимикрируйте. Вот это важно. А иначе вы сделаетесь подобными окружающему миру. Такими и будете. По поводу нелицеприятной многоликости человека своеобразно высказался Георгий Гурджиев. Я его процитирую, он замечательно на эту тему высказался. «Величайшая ошибка думать, что человек всегда один и тот же. Человек никогда не бывает долго одним и тем же. Он постоянно изменяется. Он редко остается неизменным даже в течение получаса. Мы думаем, что если человека зовут Иваном, он всегда будет Иваном. Ничего подобного. Сейчас это Иван, через минуту Петр, а еще через минуту Николай, Сергей, Матвей, Семен. А вы все еще думаете, что это Иван. Вы знаете, что Иван не может делать некоторых вещей, например, не в состоянии солгать. Однако Иван и впрямь не может лгать, солгал Николай. И когда появляется возможность, Николай не в состоянии не лгать. Вы удивляетесь, обнаружив, какая толпа таких Иванов, Николаев и других лиц живет в одном человеке. В одном. А сколько еще людей, в них тоже толпа Иванов, Николаев и Петров. Представляете, какая многоликость вот в мире людей. Ну, у нас же есть фальшивая эмоциональная составляющая, витальная, ментальная, физическая, да, там тоже свои актеры в каждом, так сказать, состоянии проявляются. Видите, многоликие актеры. То есть Иван говорит, он не врет. Иван не врет никогда, он тебе обещал, но солгал Николай. В тебе сидящий. Вот так мы и живем. Вот. Если вы научитесь, заканчивая его цитату, наблюдать за ними, ну, в себе, за Иванами, Николаями и Петрами, вам не нужно будет ходить в кинематограф. Вы сами кино. И драма, и комедия, и трагедии в вас. Все лицедейство в вас. Так вот этот кинематограф исчезает только при появлении хозяина в доме. При выходе на первый план истинной сущности. Она кулаком стукнет и говорит, все, хватит, пошли вы отсюда все. Николая, Петра, Ивана, я хозяин. А до этого вот вы всегда будете заложниками вот тех актеров, которые в вас сидят. И невольно играют свои роли. А вы ничего с этим поделать не можете, оказывается. Легко поддаетесь их ролям. Конституция, которая образует форму, которая удерживает все вместе, тем самым создает форму, которую мы называем человеческой, она словно должна усвоить, что тело может продолжать существовать без ощущения отдельной индивидуальности, без ощущения эго. А за тысячелетия у тела выработалась привычка существовать отдельно только благодаря эго.
Вот здесь она говорит об очень тонкой вещи. Вот это новая, тонкая вибрационная структура, носитель жизни вечной, который проявляется из глубин нашей телесной материальности на волновом уровне, она несет в себе индивидуальность высшего порядка, божественную индивидуальность, которая полностью лишена эгоистичности, не требующая для своего существования какого-то материального носителя. Тело – это действительно эго, это нечто материальное, которое можно взвесить, можно его как-то определить в пространстве, в координатах. Это материальное эго, никуда от этого не деться. А вот новая волновая структура, которая порождается из негр материального эго на уровне, так сказать, вибрации, она не имеет локализации ни во времени, ни в пространстве. То есть она не имеет эго, но имеет божественную индивидуальность, которая, превыше всего. То есть индивидуальность мы боимся потерять, мы вчера об этом говорили. Эгоистическая индивидуальность – это наша визитная карточка. Но мы должны это пройти и превзойти, да, и выйти на уровень, когда божественная индивидуальность без эгоистических своих, так сказать, деструктивных вещей, которые присущи каждому эго, выходит на первый план. Можно существовать без материального эго, то есть без тела. Можно и должно в конечном счете, поскольку это то, что предусмотрено и предполагает божественная или духовная эволюция, как продукт духовной эволюции. А физическое тело, оно существует, когда обладатель, так сказать, новой жизни на уровне вибрационном использует физическое тело как инструмент общения, что ли, с материальным миром и с окружающим миром. Да? Ведь какой-то инструмент общения должен быть, кто-то должен говорить, кто-то должен передвигаться, перевозить там что-то, а то ты везде и нигде. Нет, вот тело все-таки перевезет тебя, которое везде и нигде куда-то, и ты будешь хоть где-то. Понятно? А так вот его не будет, и ты везде и нигде, да, не знаю в какой форме, но везде и нигде. Пока оно есть, оно еще передвигается. Его в поезд могут посадить, в самолет, вот, ясно, да? А вот то-то никуда не денешь, поэтому символ материальной жизни, он остается. Это физическое тело до времени, когда вы окончательно с ним уже расстаетесь. Понятно, наверное. Вот. И, соответственно, вот это физическое тело, как инструмент нового сознания, как животный инструмент, оно поддерживается, да, физико-витальной силой. За телом надо ухаживать, сообразно с его запросами физиологическими. Его надо кормить, поить, выгуливать, купать. Те, так сказать, необходимые вещи для существования этого инструмента. А то, что вы с некоторых пор в новом качестве называете собой, не есть нечто отдельное от всеобщего божественное. Это предельно вами ощущается, действительно. С телом вы никак не связаны, оно просто исполняет ваши команды, не прихоти, а команды. Вот. И все. И исчезает в этом новом состоянии, на уровне вибрационном, да, когда вы отождествляете со всем сущим, чувство обособленности. Когда вы были полностью в теле, в ментальном сознании, вы были обособлены. Вы и весь остальной мир, все окружающие. Вы что-то особенное. Здесь нет этой особенности, ты вообще не понимаешь, кто ты. То есть быть великое счастье, когда ты понимаешь, кто ты. Ты есть, но не понимаешь, кто ты. А тут я, Клюев Александр Васильевич, я закончил институт, защитил диссертацию, а этого нету. Я не знаю, я ничего не закончил, я ничего не защищал. Я просто в новом качестве живу, и мне вполне это устраивает. Понятно? Все, нет этого, что ты что-то особенное, что ты какой-то человек, который вершит судьбами людей, президент, ученый, нету этого. Видите, какое счастье, когда ты никто. Сейчас скажешь, да, дурака валять, он знает, кто он просто, знаете. Но я действительно не знаю. Если вы поверите отсутствию эго, то эго только может оценить, кто ты.
А если его нет, оценщика нету. И нет оценщика, я не знаю. Как я могу заставить оценить себя? Что-то во мне вот должно меня оценить. У меня нет того, кто может меня оценить во мне. Если вы оцениваете меня как, то вы врете. Потому что человек всегда врет, вы же понимаете, да? А? Поняли, нет? Только сейчас мы об этом говорим. Льстите, врете, поэтому помалкивайте. Ясно? И не очень. И тогда мы с вами вот, на равных. А так дистанция, вы же врете. Вы, Александр Васильевич, вы мне там... Да, ничего я не вам. Вы сами себе, если не поможете, я вам не могу помочь. Никак. Я только могу говорить и говорить, говорить и говорить, говорить и говорить, а все остальное за вами. Вы поняли или не очень? Так что не подходите ко мне, не говорите, что что-то там особенное. Ничего особенного нет. Особенное было когда-то. И всплыло. А когда всплыло, так легко. Когда ничего особенного нет. Ну, это вот так. Вот она об этом тоже ведь говорит. Как я ее хорошо понимаю и чувствую. Она говорит, мне там поклоняются, вот считают, что я такая-такая. Но палец о палец не ударишь, чтобы что-то делать, о чем я их прошу. Очень легко поклоняться, очень легко выбрать себе кумира. Да. Но это самое простое, что может быть. А поклонением можно просто убить человека. Вот убить того, кто на самом деле его не заслуживает этого поклонения, а заслуживает признания истинности того, что он говорит. Вот это главное. Ну ладно. И тело хорошо поняло, прочувствовало. Оно поняло, что ощущение отдельной личности совершенно бесполезно. Совершенно бесполезно. Это вовсе не обязательно для его существования. Оно совершенно бесполезно. Тело существует благодаря другой силе, другой воле, которая не является ни индивидуальной, ни личной, а это воля божественная. Так вот, новому вибрационному телу, носителю нового супраментального сознания, вовсе нет необходимости ощущать себя кем-то или чем-то. Ибо оно, с момента, когда все это состоялось, оно отождествилось со всеобщим сознанием и растворилось в нем. А всеобщее сознание, оно содержит в себе все, и там нет чего-то отдельного. Ну, это, может, звучит абстрактно, но в ощущениях это достаточно ясно. То есть индивидуальность сохраняется, но это не эгоистическая индивидуальность. Это вот как пример приводится, капля морской воды в океане, но она несет в себе все составляющие, так сказать, если анализ провести океанской воды. Вот и все. Но она капля. Индивидуальность какая-то. Ну, все признаки всеобщего в ней есть. То есть нет никакой отдельности, которая противопоставляет себя всему. Это абсолютно непонимаемая вещь, особенно для интеллектуалов, поэтому они боятся утерять свою эгоистичность. Как ты будешь вот там, как бы никем. И когда скажешь, что был никем, тот станет всем, ты, если никто, то станешь всем, это тоже непонятно. Это вот революционный лозунг, это одно для пролетариата, а вот для духовного делателя это непонятно. Ясно? Пролетариям это понятно. Я, говорит, хозяин земли. Вот у меня был друг наивный, детство, мы с ним в детстве дружили, он жил в подвале, там, где света-то не было видно. Вот. И он был рабочим, годом рабочим, он токарем был, говорят, вот мы, их есть хозяева, там, пролетарии, я думаю, это уже с возрастом, какой ты хозяин? У тебя отпуск всего 2 недели у хозяина. То есть, чтобы рабочий не разучился вращать станок, ему 2 недели, либо не спился. Если дать ему отпуск месяц, он либо разучится станок вращать, либо сопьется. Поэтому 2 недели был отпуск у рабочего. На заводе. Ты знаешь, да? 2 недели. В году. Это что такое? Но он говорил, что вот мы хозяева. Вот так было. Ладно.
И тело станет тем, чем должно быть, только в тот день, когда полностью ощутит, что нет разницы между ним и божественным. Она говорит о вибрационном теле, не о физическом теле. Да, вот когда оно погрузится полностью или отождествится и сольется со всеобщим божественным, тогда вот оно станет тем, кем оно должно. То есть ты станешь тем, кем ты должен стать, не тело. Вот это очень такая знаковая вещь. Знаковые психофизические ощущения, характерные для нового состояния. Это неизменная, тихая, некая вибрационная благодать. Тихая. Ну, просто радость жизни. Не экзальтированная радость, не спонтанно проявляющая, она постоянно присутствует. Тихая радость. Чувство растекания тела и сознания где-то в беспредельности. Да? А также звенящая тишина в уме при отсутствии позывов что-то совершить по своей воле. Ну, вот нет позыва, вот я что-то сейчас должен сделать. Нету. Ничего я не должен делать. Я просто говорю. Будет обед, пойду обедать. Я не должен идти обедать, я просто пойду обедать. И вот я еще говорю интересную вещь такую. Может быть, вы почувствуете тонкости. Вот вы, когда идете, куда-нибудь на работу идете, вы идете на работу? Вот я вам советую просто идти, не на работу. И тогда все совершенно по-другому идется. И радостно, и благодатно. А когда вы имеете цель куда-то прийти, и это не так вы идете. Понятно? Вы просто идите. Вы придете туда, куда надо, но идите, не на работу идите, а идите. Видите, сколько тонкостей таких, нюансов? И тогда вы с песней идете, прям буквально внутри поет. А так вы идете на работу. Вам надо успеть там куда-то сесть, что-то завести, что-то там, время какое-то. Не надо, идите. Раньше все равно не придете. Коль вышли уже, все, раньше не будет. Не торопитесь, просто идите. Вот есть тонкости. Идите бесцельно и придете к цели, куда вам надо, придете. Без навигатора. А то сейчас, по-моему, я говорю, смотрю, из метро выходят люди и сразу нажимают на эти кнопки. Я думаю, что, может, уже забывают, как дойти до дома от метро. Можно по навигатору, там, дом. Бывает, они заработались за целый день, и включают, и идут. Вот сразу, только выходят, уже вынимают. Не время смотрят, а несколько нажимов. Это значит, что-то включает, чтобы помогало им дойти до дома. Представляете, насколько можно вообще одуреть в этом безумном мире. Помните, был фильм когда-то исторический, этот безумный мир. Он демонстрировался, тогда не было этого 3D или 2D, он в кинотеатре в Москве демонстрировался, где там стерео был, вот этот безумный мир. Я помню, я попал на этот фильм, там какие-то автомобили были, какой-то ужас. Ничего не осталось в памяти, потому что это не советские добрые фильмы, а что-то ужасное в стерео изображении. Сейчас это все фильмы уже такие. В комнате у вас рыба могут плавать, там крокодилы могут вас щелкать. Да? Они выплывают, едят вас. И дети это смотрят, уже не пугаются. То есть дети уже не боятся крокодилов. Я тоже не боялся крокодилов. Но сегодня они виртуальные крокодилы, я живых не боялся. А все виртуальные уже. И животные, и люди. Все в 3D, в 4D. Еще какой-то D придумают, да? Вот я не понимаю, что это такое, но говорят, что это хорошо. Мне всегда подозрительно, когда говорят люди, что это хорошо. Хорошо для кого? Для эксплуататора хорошо или для рабов, которых порабощают эти эксплуататоры? Разные всякие эксплуататоры. Не только проклятые капиталисты, я говорю, кто подминает живую жизнь под себя. Им хорошо, да. И вы, лабораторные крысы, вам тоже бывает хорошо, но не всем.
Не всем. Тем, кому нехорошо, тем делом надо заниматься. Вот. Еще признаки, да, вот, помимо вот тех, которые я озвучил, что вы никогда никуда не торопитесь, вами любимо все живое, и у вас всегда присутствует некая тихая созерцательная улыбка. И у вас больше не возникает никаких вопросов. Нету вопросов. Ни одного вопроса нет. Можешь задать вопрос, сколько времени, если у тебя нет часов. Но это не вопрос. Понятно? Ну, нет часов, я могу спросить. Это вопрос или нет? Ну, если знак вопроса, значит вопрос. Да нет. Психологически нет вопросов. Все ответы в тебе. И нет вопросов, они не возникают, не задаются. И еще к тому, что вы имеете, нечего добавить. Это вообще железный признак. У вас есть все. Что еще вам не хватает? Покажите. Ну, у кого-то что-то не хватает. Догадываетесь, да? Чего не хватает? Ну, ладно. По правде говоря, я всегда была больше занята тем, чтобы быть скорее совершенно прозрачным передатчиком, чем знать. Меня не заботит знание. Только быть настолько прозрачным, насколько возможно, чтобы божественное могло хотя бы в одном месте проявиться без больших препятствий. Вот то, что она имела как главное. То есть стремление стать совершенным проводником божественной воли или силы, не задаваясь лишними вопросами по части получения знаний, объяснения, там, что с вами происходит, это знак наивысшего качества вашей духовной работы. Пусть божественное мной овладеет, делает со мной, что хочет, я не буду препятствовать. Все. Но для умных людей это что? Ну, значит, я становлюсь рабом какого-то божественного, я не могу там читать, не могу уходить туда-сюда, то есть я вообще обездвижен. Так или не так? Ну, для умного, вот это же так. Стать совершенным проводником. Это что ты, вот без рук, без ног тебя будут как проводника будут куда-то носить, возить. То есть абсолютное непонимание, и невозможность понимания качества нового сознания и статуса безэгоистичности. Это невозможно. Хотя бы поверьте. То есть доступно это в эксперименте получить в пользование в вашей жизни. Вы можете это проверить. Не торопите события, проверите, все будет правильно. Скажете, прав был Александр Васильевич. Вот я говорю, права мать. Я знаю, проверено. То есть она сделала, вернее, не сделала, сделали, может, и до нее кое-кто. Вот. Но она это описала, и я ее понимаю. Вот все нормально. Я проверял, вот оно так. Без обмана. И еще плюс, к тому, что я говорил по поводу статуса своего, как его диагностировать. Вы не можете объективную оценку дать себе в своем новом статусе, своим духовным достижениям. Вы не знаете, что вы сделали. Не знаете. Может, кто-то умный знает и начнет перечислять, что ты сделал. Умный. А я не умный, не знаю, что я сделал. Тоже странно, да? Я бы должен знать, я и это сделал, то сделал, это внес, это привнес, это там добавил, этого исцелил, этому помог. А я не знаю. Не понимаю. И знаете, хорошо не понимать. Ведь ребенок, наверное, не знает, что он сделал. Он что-то делает. Его спросить, что ты сделал, а он и не помнит. Да? Он не знает, что он сделал. Он что-то делал. А взрослый человек все помнит. Он это сделал, то сделал, этого обманул, тут все посчитал. Это сам. Вот так. Если ты действительно передатчик, это ощущается в том, что что-то из тебя куда-то беспредельность течет все-таки, далеко распространяется, значит,
то, что идет куда-то, наверное, идет не просто так, да, как-то это утилизируется, может, используется. По сути, когда-то незримый проводник силы, которая ретранслируется во всех направлениях в окружающее пространство, это и есть, наверное, в конечном счете наша работа, ну, тех, кто полностью выполнил то, что надо было сделать, наша работа по спасению человечества. Человечество надо как-то спасать. А то все хотят спасать человечество негодными средствами. Там революция, медицина, там сейчас будем спасать, сейчас что-нибудь придумаем. А вот ты энергетически-то вот, встроенный в этот процесс спасения. И вот когда тебя встраивает туда, то, наверное, по-настоящему какое-то спасение это и есть. То есть тогда ты по-настоящему что-то собой представляешь, но не понимая этого. Вот и все. Какое счастье не понимать, что ты собой представляешь. Не спешите знать. Надо больше заботиться о том, чтобы быть беспрепятственным передатчиком, нежели знать, что это. Поддерживать атмосферу как можно более чистой, как можно более прозрачной. Важнее, чем знать, что произойдет. Такова моя позиция. Ну, еще раз она говорит о том, что вот качественное новое сознание, оно реализуется в молчании ума и в абсолютной энергетической прозрачности, тогда обеспечено. Это то, что полностью определяет ваше новое состояние. И никаких вопросов от новой состояния не вызывает. Вы понимаете, что вы есть то, чем вы должны были стать. И сама вся работа на пути сознательной духовной эволюции, да, это работа по обретению новой супраментальной жизни. Никаких книжных знаний не требует. Никакой сдачи теоретических экзаменов не требует. Только практическая реализация. Заметили? Знаний не надо никаких, знания отягощают вас. Если вы помните то, что вы прочитали в книгах, вот нами написанных, и все время пытаетесь с ними себя, так сказать, как сопоставлять, что происходит, забудьте это. Вы получили это просвещение, поняли, что надо делать, делайте. Трудная ситуация, да, найдите по книге, да, вот здесь вот описано, вот в такой ситуации, что надо делать, как себя вести. Вот это другой вопрос. А мы все как-то вот в целом хотим эти знания, не дай бог, упустить, надо сверять каждый свой шаг с этим, так сказать, что там написано, не надо этого делать. Неправильно будет. И все представления о личной воле, о позиции, которую надо занять, ночью и днем, без перерыва, какая бы ни возникла трудность, мое тело говорит просто: Бог мой, пусть исполнится твоя воля. Пока вы говорите это, она просто говорит, чтобы нам было понятно. Она просто находится в том состоянии, когда говорить уже нечего. Она все время в состоянии, на все твоя воля. Коль вы это произносите, значит, вы оставляете еще чуть-чуть своей воли. Даже если вы уже близко к реализации. Заметили? Или не очень? Поняли или нет? Вот когда это уже не произносится, и вы уже не помните, что надо говорить на все твоя воля, тогда на самом деле на все его воля в вас. То есть вы уже, язык у вас не поворачивается это сказать. Потому что говорить нечего, она в вас, эта воля. И у вас нет ни малейшего помысла при этом совершить что-то по своей воле. Ну, что-то вот сделать, вот я вот хочу там что-то сделать. Ничего не хочу. Видите, счастье. Не хотеть ничего делать, а делать. Не хочешь, а делаешь. У нас не хочешь, а делаешь. Вот не хочу делать, вот надо делать. А тут не хочешь, а делаешь. И так благодатно все. У нас слово «не хочу» значит муторно, тяжело. А тут «не хочу» просто нет вот хотения, а делаешь. Есть разница между «не хочу» человеческим и «не хочу», так сказать, другого уровня. Вот если вы будете по-человечески понимать, скажете, ну как это, вот он не хочет, а делает. А я не хочу, но делаю и с радостью. Ну, я примерно, может, еще кто-то.
Вот как попробовать тут объяснить ментальным языком вот это новое состояние? Да никак. Ну, поверьте, так оно есть. И в христианстве вот подобное состояние, как бы на все воля Твоя, Господи, оно выражается тем, что именуют сердечной молитвой. То есть постоянно в сердце присутствует это ощущение на все Твоя воля, то есть это сердечная молитва. Некоторые думают, что сердечная молитва – это молитва в словах, обращенная в сердце. Нет, это постоянное ощущение присутствия в тебе Господа или присутствия Его воли в тебе. Это сердечная молитва. Уже не требуется никаких дополнительных стимуляторов для этого. Это сердечная молитва. Она безмолвная, ежесекундно рождается во всем вашем существе и рождает что? Благодать тихую. В сердечной молитве всегда тихая благодать. Это в христианстве есть понятие сердечной молитвы. Это вот это состояние свободы абсолютной в новом состоянии сознания. Все, да. Было невероятно интенсивное стремление к трансформации. Все казалось таким ужасным, потому что должна произойти трансформация. Невозможно то, что можно быть удовлетворенным таким миром. Это невозможно. Невозможно даже для физического сознания, сознающего божественное. Это невозможно. Совершенно необходимо, чтобы это, то есть окружающий мир, изменилось. Так вот, абсолютное прозрение относительно крайней убогости сегодняшнего мира и неотвратимости его взрывной трансформации, ну, какой-то чудесной трансформации, да, посредством какого-то быстрого изменения всего и вся, в сочетании с ощущением возможности в любой момент спровоцировать этот огненный катаклизм, вызывает у вас удивление. Вот у меня возникали моменты, когда мне казалось, это было относительно давно, что если во мне прибавится интенсивность работы этой силы, то вмиг можно запалить какой-то бигфотов шнур, и все взорвется. Не во мне, а вот в окружающем пространстве. Что ты являешься не только катализатором, но и каким-то, знаете, вот как это называется-то, вот когда детонатор или что в снаряде, вот что-то должно, это самое, запал, вот капсуль в эту, вот ты можешь выступить в качестве вот этого детонатора, или что все тут может измениться. Но потом это ушло, к счастью, но это было как-то не очень уютно, знаете. Тогда эго еще сохранялось, а потоки были, ты думаешь, может, не зря ты занимаешься, рванет тут все. А потом, говорит, в такое состояние, да рвануло бы все, настолько все осточертело в этих глупостях. Потом это ушло, но вот был какой-то момент, я просто могу признаться, что казалось, что от тебя зависит, вот рванет и все. Но Господь как-то это все умерил. Может, эго немножко взыграло, вот, поэтому сейчас уже все равно рванет, не рванет, какая разница? Когда-нибудь рванет, а когда, я не знаю. Я тут ни при чем, я что могу? Коль надо, так надо. Меня спрашивать не будут. Вас тем более. Когда надо, тогда и рванет. Что-то должно ведь измениться. Вы же понимаете, что не может до бесконечности мир в таком прискорбно жалком состоянии существовать. Хотя люди веселятся, пируют, все кажется, вот все расцветает. Вот. Но это расцвет глупости, расцвет невежества, невежества со знаком качества, то есть научного невежества. То есть, если ты не видишь подлежащего в жизни, то все остальные эпитеты, которыми ты жонглируешь, они, увы, пусты. Основы не видишь. И действительно, начинаешь понимать, что Божественно использует тебя в качестве катализатора или бессознательного инициатора каких-то там процессов вселенских, да, по трансформации, катализатор или закваска, как хотите.
Ты понимаешь, что ты в этом качестве пребываешь все-таки. Все не просто так.